Всем привет, друзья! Сегодня на праздник Курбан-айт я приготовлю наши национальные баурсаки и шельпеки. Для приготовления баурсаков я взяла 1 столовую ложку с горкой дрожжей сухих, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара, 50 мл подсолнечного масла. И здесь я развела 200 мл воды с 800 мл молока. Их подогрела. Муки здесь у меня просеянной килограмм. Сколько точно уйдет, будет видно дальше. Все зависит от муки. Приступим. В чашу выливаю молоко с водой. Сюда добавляю 1 столовую ложку сахара, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку с горкой дрожжей. И все хорошо перемешиваю. Накрываю чашу крышкой, оставляю на 10 минут для того, чтобы дрожжи активизировались. Прошло 10 минут. Мои дрожжи полностью растворились, начали работать. Теперь добавляю сюда 50 мл подсолнечного масла. Все хорошо размешиваю и начинаю постепенно добавлять муку. Замешиваю тесто сначала при помощи лопатки, а потом руками. Тесто должно у нас получиться мягким, сильно мукой забивать его не нужно. Как только перестанет прилипать к рукам, тесто наше готово. Накрыв салфеткой, оставляю растаиваться на час. Пока отдыхает тесто для баурсаков, приготовлю быстренько шельпеки. Для этого возьму около 300 грамм просеянной муки, теплой воды и пол чайной ложки соли. Соль разведу в воде и замешу нетугое тесто. Полученное тесто оставлю отдыхать минут на 10. Затем разделю тесто на 9 равных частей, скатаю из них шарики. Накрою их полиэтиленовым мешком и начну раскатывать из каждого лепешку. Полученные лепешки накрою сверху, чтобы они не подсохли. В это время начну нагревать подсолнечное масло. Каждую лепешку обжариваю с 2 сторон по несколько секунд. А тем временем, пока я испекла шельпеки, прошел час, мое тесто на баурсаке поднялось, и начну работать с ним.
Полученное тесто разделю на две части, чтобы удобно было их раскатывать. Толщина пласта должна получиться около 1 сантиметра. Затем при помощи бокала вырежу круги. Полученные круги отложу их отдельно, накрою салфеткой или полиэтиленовым мешком и оставлю на 10 минут. А тем временем на плиту ставлю кастрюлю или глубокую сковородку, наливаю туда достаточное количество масла подсолнечного. И как только нагреется, проверяю зубочисткой. Если вокруг зубочистки появились пузырьки, значит масло нагрелось. Отправляю туда кусочки теста, обжариваю с двух сторон до золотистого румяного цвета. Мои щельпеки и баурсаки к завтрашнему празднику готовы. Баурсаки получились вкусные, ароматные, с хрустящей корочкой снаружи, мягкие внутри, не пустые. Пока они горячие, так хочется попить вкусного казахского чая с баурсаками. Приятного всем чаепития! Келе жатқан Құрбан айт қабыл болсын!